корона, принцесса и горы. Растаман везде все свое возьмет. Всем привет, ребятки! Привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. Мы сейчас находимся в Доминикане, продолжаем свои выпуски. Сегодня мы с вами отправляемся на очередную экскурсию, которая называется Самана 3 в одном. Мы сменим в этой экскурсии целых 3 вида транспорта. Это лодки, это автомобиль и это лошади. И, конечно же, полетаем на квадрокоптере. Это видео будет вообще полезно для тех, кто еще ни разу не был в Доминикане, кто не знает, что от нее ждать, какие здесь экскурсии. В общем, погнали, посмотрим. Так, с чего начинается экскурсия на Саману? В общем, мы все выехали из нашего района Бавара. У нас очень много людей, но это экскурсии. Да, все верно, парниша говорит, все-таки 80% туристов едут в Доминикану, они живут именно пакетно, ездят на экскурсии, живут в отеле, купаются в океане, все, в принципе, никуда не ездят. Поэтому первая часть сезона будет именно про пакетный туризм, мы вам покажем все экскурсии. И, ребята, если вы ждете в Доминикану своим ходом, она обязательно будет, поэтому не надо писать в комментарии, ой, как в Таиланде у нас было, ой, опять экскурсии, где же формат своим ходом? Формат своим ходом будет, сейчас мы вам покажем все экскурсии, которые есть в Доминикане, все абсолютно, поэтому не нужно писать в комментариях, когда будет формат своим ходом. И после этого мы отправляемся вокруг Доминиканы, и там начинается полнейший трешняк, который вы любите. Сейчас у нас будет завтрак, потому что мы выехали в 6 утра, завтрак в таком домике, позавтракаем и отправляемся дальше. Я сейчас всем по полочкам расскажем, покажем, что вообще вас ждет на этой экскурсии. В общем, такой у нас завтрак. Сыр, там ветчина, хлебушек. Мы приехали вот в такую вот лагуну, не знаю, в окружении бесконечные поля, горы, резончик. Национальный парк Лос-Айтисос называется. Вот наш автобус. То есть после завтрака мы ехали примерно час, наверное, еще. Сейчас пересядем на катамаран и отправляемся куда-то в следующее место. Отличная экскурсия, друзья, смотрите, здесь встречают нас ромом. Наливают чистый ром и сверху разбавляют колой. Мне кажется, такого еще не было ни на одной экскурсии, да? Да. Для поднятия настроения. Как раз проснуться, пока в автобусе спал. Хорошо, так возле ромчика стало сразу. Ромчик вообще здесь бесконечно, наливают сколько захочешь. Кока-колы разбавляют. И параллельно вот такие красивые виды. Посмотрите, какие острова. Над островами птицы парят. Третий стаканчик уже. Российская группа уже 2 литра выпила. В общем, эти места знамениты тем, что прямо над этими островами парят огромные, здоровенные. Вот, называют их... Фрегат великолепный называется. Вот именно это особь. Ну вот, все эти фрегаты великолепные парят. Сейчас мы подплыли к пещере, которая называется Пасть акулы, и типа здесь снималась вторая часть «Пиратов Карибского моря». Очень красивая природа, чем-то напоминает острова Джеймса Бонда в Таиланде. Вот такие известняковые скалы, очень похожи. Ну, прям реально очень круто. Самое классное, что всех поет ромом, потому что сразу после рома атмосфера стала такая, знаете, доброжелательная, всем сразу кино нравится. Так, следующий этап. Мы под ромом. Очень хорошо. 4 стакана. Сейчас надо до пещеры дойти. В общем, мы селись из лодки. Как пещера называется? Сан-Габриэль. 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 Начинаем заходить в пещеру. Здесь так достаточно сухо, да, в пещере? Ну, это страшновато тут, если честно. Не знаю, лично мне под ромом вообще ничего не страшно уже. Прикольно, что эта пещера, это на самом деле не пещера, а грот. Грот это получается, когда ты можешь зайти с одной стороны, а выйти с другой. Меня видно? Да. Я рассказываю. И мы сейчас зашли с этой стороны, а выйдем совершенно с другой стороны. И это очень прикольно, я считаю. Мы еще ни разу так не делали, ни в одной пещере, ни в одной стране. Сейчас нам покажут остатки рисунков, которые здесь нарисовали индейцы Таина. Считалось, что они раньше жили в пещерах, но на самом деле это все сказки.
Дальше будет просто полный капец, я даже не стал ничего вырезать, там 5 слов, я их еле выговариваю, в каждом слове делаю ошибку. Но зато не сказки, что сюда, когда приплыл Христофор Колумб, он всех вырезал индейцев. Но зато не сказки, что сюда, когда приплыл Христофор Колумб, он всех вырезал индейцев. И помните, недавно был выпуск, где я отравился, в больницу мы с Лизой ездили в госпиталь. Так вот, это все было до этих экскурсий, поэтому в этих экскурсиях очень хорошо просматривается мое настроение. Но я ничего не буду вырезать, раз уж мы отсняли, пускай эти выпуски так и выходят. Вот смотрите, прямо здесь рисунки индейцев. Вот. А вон еще один, видишь, вон там. Ага. Вот этот сталагмит, который почти касается потолка, напоминает силуэт некого Габриэля. И поэтому пещера названа Сан-Габриэль, да? Сан-Габриэль так и называется. Пещера Сан-Габриэль. Мы сейчас приехали на полуостров Самана. Плыли на лодке примерно 50 минут, и сейчас мы пересаживаемся вот в такие грузовички и едем на ранчо. Смотрите, какой город. Город называется Санта-Барбара. Прикольно. Естественно, без рома мы никуда не поедем. О, какая красивая бутылка. Вот так. Это компромат. Потом гид бухал всю дорогу, знаешь, такая фотка. Фу, что это? Ну, хотя хорошо идет, вкусненькая. Вообще залетает на ура, красота. Да, кстати, именно на Саману приезжают, чтобы наблюдать за китами. К сожалению, сейчас уже апрель, и они уплыли. Но с января, февраля, марта здесь можно наблюдать китов. Всегда в таких экскурсиях жалею только об одном, что нельзя сейчас взять, остановиться и сфоткаться на байке. Поедем. Такую красоту проезжаем, обалденные горы, виды, такие пальмы растут. Видите, Виталичка даже работать перестал. Сидит, бухает. Я просто так четко убрала с рома. Сейчас, в общем, приехали в место, где нас будут угощать местными сигарами, потому что, конечно, здесь табак, это как кубинский табак, здесь тоже очень клевый табак, попробуем. Здесь показывают, как сигары готовят, смотрите, как их скручивают. Что это такое? Это оберточный лист, он называется капа. Капа. Сейчас, да, сам процесс скрутки вам покажу. То есть для того, чтобы вот лист называется капа. Сигарилку. Ничего не пахнет, лист какой-то Сейчас сухой. конкретно сигарилу заворачивают. То есть сигарилу отличается сигар тем, что внутри идет рубленый табак. Вот этот клей, который используется, он натуральный и сделан из тростника. Это тростниковый клей натуральный. Ну вот, смотрите, чтобы сделать сигару вот таким вот интересным хитрым ножом. Что это за хитрый нос такой? Вот, посмотрите, сколько мы секунды. Здесь табака? Да. Ножик. Вкусненько пахнет, слушайте, вообще огонь. Для ароматизации здесь берутся только натуральные. И на выходе вот получается вот такие природные получаются сигары, ингредиенты. смотрите, Вот, вот как они. видите, здесь есть ваниль, вишня, коньяк, шоколад, манго. Вкусно пахнет. В общем, я взял себе с вишней, получается, черри. Кошмар. Сейчас. Они мощные вообще. Так, друзья, пойдемте угощаться дальше. Кстати, вкусненькие такие. Даже несмотря на то, что они без фильтра же, да, все равно хорошо идут. Вот это у нас сбор от Мама Хуаны. Мама Хуана — это, кстати, рецепт Мама Хуаны изначально вообще придумали индейцы таино. Испанцы только подсмотрели и стали делать то же самое. То есть это древесина, такие палочки, корешочки, которые при воздействии с алкоголем выделяют сок, который здесь чаще всего называют доминиканская виагра, конечно, по большей Ребята, части готовые наборы для мамы Хуаны. в целях рекламы. Но я вам честно скажу, у каждого доминиканца дома стоит большая бутылка литра 3-5 с Мама Хуаны, которую пьют по утрам. Маленькие такие вот наперсточки, буквально грамм по 30 в день, они с утра пернули для улучшения иммунитета. То есть это не алкоголь, который там надо литрами пить, а чисто чтобы лечиться. И, кстати, доминиканцы лечатся мамахуаной абсолютно от всего. Если берете сухую мамахуану, то ее можно 2-3 года дома использовать. Для этого сначала нужно залить первый раз, если просто сухие палочки взяли, сначала заливаете крепким алкоголем, просто чтобы она выпустила сок первый раз. Первый этот напиток будет пить невозможно, очень много сока будет выйти, будет терпкий очень вкус, максимум протирки для кожи делать. После первого раза заливайте на 2/3 прозрачным ромом, на треть
красным вином и мед по вкусу, где-то обычно процентов от 5 до 10 от объема. Ну вот. И как минимум сутки, чтобы это постояло в прохладном темном месте. В течение нескольких лет одни и те же палки можно заливать алкоголем и вот, дома самостоятельно делать. Виагра же, да, это, Разные. Такого пакета хватает на такую бутылку. И ее пьют не как ром или не как вино, а пьют именно вот такими маленькими стаканчиками по 30 грамм с утра каждый день для поднятия иммунитета. То есть это напиток не для того, чтобы напиваться, там, знаете. Звучит Виагра, да, местная? Того. Вообще для понятия иммунитета? Ничего попробуй. еще. Здесь такая тоже Алкогольная? очень вкусная, да. How many cigars per day do you do? 500 is sugar is this side. 5? 500 is this side. 500? Yeah. 500 per day? Ого. Как тебе? Вкусненько. Увлекаться не нужно. Что мне унесло. Ты должен сказать, что это очень вредно для здоровья, никогда не курите. Никогда не курите, ребята, очень вредно для здоровья. Oye, ¿qué día? No, es que tú dañas. Такая заставка просто. Так, значит, мы приехали в следующее место после этих замечательных сигарет и это мама Хуаны. Замечательное настроение, меня вообще накрыло капец. Здесь огромное количество лошадей. И сейчас мы на этих лошадях отправимся куда-то на водопад. Здесь водопад, он очень высокий. Здесь сейчас всем ребятам выдают сапоги, носки, у кого нет носков, потому что чтобы ноги не натирались. В общем, выдали вот такие вот сапоги. Раз сапоги, да? И два сапоги. Так, Лиза уже поехала, сейчас моя очередь. Вот моя лошадка подошла. Опа. Как тебя зовут? Виталик, Роман. Роман. На. Лошадь Мантекilla. Ничего себе, по-русски говоришь хорошо. Buenos dias. Buen día, señorita. What is your name? Jonathan. Jonathan, okay. Yes, Nice you? to meet you. I'm Lisa. Alisa. Lisa. Lisa. Yes. Chapel Rubio. Rubio? Yes. Oh, Rubio. Hello. Сколько минут идти? 20. Он говорит, что нужно так вот ногами делать, чик-чик-цок-цок, чтобы она типа шла. Смотрите, мне дали поводья. Рубио. Рубио, поехали. На самом деле так жалко лошадок, но это очень прикольно кататься на них. Ну да, вот такое лицемерие. Здесь погонщики... Погонщики здесь не имеют зарплату, поэтому все, что вы им дадите, это и будет их зарплата. У меня аж все ноги вспотели просто. Жопа болит, да? Ребята, вот я говорила уже на камеру, мне тоже что-то есть, но говорила, это так жалко лошадей, они так идут, спотыкаются. Ой, боже, он иногда идет так спотыкается, так прям очень грустно становится. Эх, ребята, вы, наверное, сейчас там понапишите всего, что нельзя кататься. На самом деле, этих лошадей специально приводят для того, чтобы они катали туристов и чтобы погонщики могли зарабатывать хоть какие-то деньги, потому что они работают все сами на себя. И здесь сейчас начался спуск, то есть водопад был вон там в основании наверху, вершина. И сейчас вниз будет 300 с чем-то ступенек, потом по ним еще нужно будет снова подняться наверх после наслаждения водопадом. Вся экскурсия подходит под воздействием рома, которым нас поили всю дорогу. Похож на человека из экспедиции какой-то, в сапогах резиновых на фоне водопада доминиканского. Классный водопад. Ну и что, как тебе водопад? Очень красивый. Ты была на многих водопадах, и как тебе по сравнению там, с таиландскими? Очень красиво. В Таиланде очень мало красивых водопадов. Вот этот водопад может сравниться с островом Бали или Маврикий. Вообще офигенно. Такой камень, он прям стекает в камень. Он прикольно тогда обтекает, получается, камень и смотрится очень красиво. Эти ребята прямо вон с той скалы с самого верха прыгают. Вот он, вот полетел. Во! А если спуститься еще ниже на один каскад, здесь уже другой водопад, его вот нижняя часть. Клево, что мы в резиновых сапогах, мы можем просто так вот пройтись. Но на самом деле очень красивое место. Даже не купаясь, просто вот насладиться атмосферой. Очень красиво все смотрится. Мы уже приехали обратно, и когда мы ехали, эти ребята такие нам, типа, мисс, сэр, типа, эти лошади принадлежат ранчо, типа, они нам не платят.
типа намекаешь, что денежку дать надо. Русские хозяева не платят, а русские хозяева. Сейчас мы денежек немного дадим местных. Пою. Походу кушаем будем прямо здесь, да? Смотри, вот кафешка какая-то. Рис, подлива, здесь мы эти курица, рис, это эти спагетти и мясо. Вот в отличие от Тая, здесь реально очень вкусно готовят на экскурсии. Прям мыслимо считаешь. Очень То же круто. самое хотела сказать, что Мясо нереальное. несмотря на то, что очень простая еда, здесь намного вкуснее, чем в Таиланде, во Вьетнаме готовят, на Шри-Ланке тем более. Намного вкуснее еда на экскурсиях. Приехали обратно, в общем, городок Санта-Барбара, де Самана, да? Да. Очень такой городок. Он в 18 веке сгорел весь к черту. Сейчас его восстановили. Да, и на месте построили вот такие красивые здания, все полностью отреставрировано и отремонтировано. У нас же наша лодка, и мы же отправляемся на остров. Остров, который называется как? Остров Бакарди. Да. Потому что на этом острове снимали рекламу Бакарди, да? Сейчас мы вам этот остров покажем. О, вот они, вот они. Прямо перед нами, смотрите, ребята, вот 2 дельфина летят. Вот он, вау! Давай наверх! Прыгай! Прямо перед нами. Так, прибыли мы на остров Бакарди, здесь очень много лодок. Так, ты готова? Пойдем. И прямо на этом острове есть отель, в который можно заселиться. Идем сейчас прямо сквозь остров, нам все предлагают здесь. Очень много сувенирки продается. Все зазывают к себе. Короче, он говорит акула, а по-испански акула это значит в попу. Чё? Ему нравится, поэтому акула. А зубы акулы предлагаю. Так, вот мы потихоньку вышли уже к пляжу. Пляж очень большой, широкий такой. Друг Остров друга, для да? тех, кто очень любит друг друга или очень любит китов. Сюда можно приехать. Путевка стоит примерно на 10 дней, на двоих. Из России все включено. Перелет, проживание, питание 300 тысяч рублей. Ну, здесь реально нечего. Вот единственный бар на пляже, и все, просто пляж, и здесь нечем заняться. Здесь можно взять местные коктейли, обязательно их попробуйте. Вот это называется кока-лока. Это прям в кокос, с кокосовой водой смешивают ром, сироп и со льдом. Вот так подают. Ну-ка, подожди, кока-лока. Сколько стоит? $5. Вообще круто. Да, ребят, настолько круто, что потом я, обосрался, и потом еще 2 дня бегал по туалетам. Но на самом деле все это было из-за моего отравления. То есть, представьте, я отравленный, снимаю видосы, и сверху заливаю все это алкоголем. Представьте, что в организме происходило. Поэтому для меня все экскурсии, которые в начале первого сезона, это был просто сущий ад. Вот вы сейчас смотрите на мое лицо, да? И вот я вот в этом видео вот попробовал, такое все красиво. Я еще, знаете, там на 50% пытаюсь играть на камеру, что, там реально вкусно было. Но ощущения, которые были в моем организме внутри, несмотря вообще на то, где мы находились там в раю, на лодке, то есть я ехал, меня прям живот сводило. И я такой, надо снимать, беру камеру. Эй, едем на лодке. Но я думаю, вы когда смотрели видео, это прям вот просматривается, что что-то там не так, что-то там не так. Но все-таки я справился, мы отсняли первый сезон Доминиканы. А вот это классическая пинаколада. Здесь ананас, прям мякоть, такая дробленная. Вот ложка даже, чтобы ее есть, смотрите. Вот. Все это опять же ром, сироп и лед. Вкуснее, знаешь, таких коктейльчиков там намешанных, да? Прям натуральный такой сок. Да, натуральный. И натуральный ананас, вкусный натуральный ром. кокос. Когда ешь вот так вот мякоть, кажется, что ты ешь алкоголь. Какой-нибудь дайкири, да? Так, сейчас посмотрим, что вообще из себя представляет пляж. Какие-то коряги. Вода вообще мутная на самом деле. Я бы сюда не приходил купаться, наверное. Потому что, посмотрите, вода реально непрозрачная такая. Пляж может быть и клевый, но вот водичка, конечно, подвела на самом деле. Большего ожидал. Но все равно очень красиво. Сейчас еще коптер запустим. Посмотрим, как с воздуха смотрится.
Вот эта вся территория. Вот бар стоит прямо по центру, бар, да? И по окружности вот идет пляж. Пляж, волейбольная сетка. Очень много этих шезлонгов лежит. Вот так вот отдыхаете. Ну, на самом деле, скукотища вообще. Но красиво. Так, нам дают самые крутые... Дай 50 рублей. Держи. За что? Охуенные. Вообще уже? Так, все, мы приехали, ребята. Наша экскурсия закончилась. Здесь в конце, на пирсе, есть такой ларек, где продаются офигенные, как они, хачапури, да, эти? Чебуреки. Чебуреки. Есть курица, есть с сыром и с ветчиной. Мы взяли с курицей. Стоит $1. Очень вкусные. По мясо четкое. Достойно. Как бы это я себе взял. Как бы. Ты если хочешь, возьми себе целый, потому что я не наемся. Просто все время делаешь так, покупаешь, и все мое съедаешь. Так, ну что, подводим итоги. Экскурсия закончилась. В общем, очень на самом деле, очень насыщенно. Если сравнивать с экскурсиями, которые были на пакете, реально насыщеннее раза в 2. Я прям еще вымотался. Да, прям с утра до самого вечера. На одного человека такая экскурсия стоит $119. Да, этот парень все правильно говорит, ребята. Экскурсия реально очень клевая, очень нравится. Но все-таки самый главный, я вам плюсы назвал, но самый главный минус и отличие от тайских, например, в отрицательную сторону, да, это то, что экскурсии в Доминикане, они, конечно же, дороже в 2, а то и в 3 раза. Мне очень понравился гид. Миша вообще молодец, супер. Да вообще красавчик, разливал всю дорогу. Вот наш автобус, сейчас уже едем все обратно к нам, в район Бауэра. Картина просто. Стоит автобус, и 6 собак ждут. Ждут чебуреки. И, собственно, давайте, ребята, лайкосик заряжайте, там, пишите комментарии, поддерживайте. Да. И кто ездил на эту экскурсию, тоже обязательно пишите, как вам впечатление, понравилось вам или нет, стоит ли ехать на нее. А мы все на заднее сиденье спать сейчас. Прям до нашего жилья. Давайте, пока-пока. Пока-пока.